Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на отношения, на загаданного мужчину. Ну, мужчины могут посмотреть с другой стороны, на женщину. Что бы он хотел вам сказать прямо сейчас? Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на своего партнера. Будем работать сегодня с картами Таро Ленорман, но если будут какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание, я буду пользоваться классической картой Таро, чтобы она нам подсвечивала определенные, может быть, нюансы, детали ваших обстоятельств или каких-то подробностей. Давайте сначала начнем по традиции с того, кто пришел на расклад или какая ситуация у вас происходит. На раскладе верный человек, давайте так скажем. Как минимум вас уличить в какой-то неправде было бы тяжело. А если бы даже и вас можно было бы уличить в какой-то неправде, то вы бы нашли этому оправдание. Вот так вот как-то, да, нашли бы оправдание. Напишите, пожалуйста, вы бы смогли найти оправдание своей лжи, да? Если она есть, конечно же. Окей, хорошо. То есть верный человек, и вообще, возможно, расклад даже больше о верности какой-то, да, может быть, о преданности. Но здесь очень много скрытого. Здесь много тайн. Как минимум, эти отношения, они выгодны. Они выгодны. И если взять с точки зрения мужчины, который здесь, если бы мы смотрели на мужчину, то этот мужчина, он как минимум таинственный и многообещающий. Вот так вот. То есть плодотворный этот мужчина, да, можно сказать так. Хорошо, дальше смотрим. Речь может идти, центральная карта, о событиях, которые закружили вас, затянули в водоворот каких-то событий, или в кольцо неких событий, или в систему. То есть вы как минимум можете быть, допустим, либо в череде повторяющихся событий, либо мужем и женой, да, либо у вас на кону стоят брачные отношения, вот, должны происходить, либо вы мечтаете, чтобы с этим человеком у вас было все как можно ближе и в конечном итоге завершилось, если и завершилось, или привело к брачным отношениям. Как минимум друг другу вы дороги, и это много значит. Да, здесь есть семья, я вижу ее, и она как будто бы как минимум в перспективных картах, если, можно сказать, у вас зародилась какая-то такая дружба, да, и в браке вы можете достичь семьи, да, то есть не обязательно в браке будет семья, брак это брак, да, то есть это союз, а вот семья это такой творческий процесс, да, то есть по сути речь может идти о паре в перспективе или сейчас о паре. Давайте посмотрим. Здесь есть как минимум король бубновый и дама червовая. Ну и здесь еще такая может быть ситуация гипотетически, где женщина мечтает о замужестве с мужчиной, мужчина обеспеченный, они хорошие друзья. И еще такой вариант у мужчины отношения с двумя женщинами. То есть может быть классический треугольник, где, допустим, женатый мужчина еще имеет любовницу. Такая ситуация здесь может быть. Ну или если вы как соперница можете здесь быть тогда этой картой, тогда здесь ваш любимый мужчина может иметь еще семью теоретически, или вы к ней стремитесь, к этой семье, если у него нет семьи. То есть по сути как бы расклад о паре, которая, если не имеет треугольника, то стремится улучшить отношения и
Женщина очень стремится к семье с этим человеком. Вопросы верности здесь скрыты. Вот они здесь скрытые, рыбы рядом с верностью. Ну а вот вопросы явных семейных отношений здесь наоборот открыты, они прям на поверхности уже, да. Что еще? Ну, женщина как бы уверенно смотрит вперед. Если у вас, вы знаете, что есть соперница, она достаточно должна быть хорошо выглядеть, моложе вас может выглядеть, да, даже вот так давайте скажем. И в центре расклада нечто ценное, то есть вопрос о неких ценностях, то ли духовных, да, как семейных как минимум, то ли о материальных, партнерских, да, вот так вот. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте пройдемся немножко по инсайтам, насколько верен этот пес. Представьте себе партнера или партнершу. Насколько верен этот пес или эта собака. Да, вот так. Насколько она верна. Ну, давайте так скажу. В этой колоде здесь есть хорошие птицы или плохие. Доверять этому собаке не стоит. Если вы сомневаетесь, что доверие под вопросом или не под вопросом, то вот по этой карте оно под вопросом. Все-таки совы. Другие птицы здесь бы, я бы сказал, так напрасно хлопочете. А здесь доверять или проверять? Проверять. Хорошо. Что скрывает загаданный мужчина? Давайте спросим. Вот мужчина. Доверие, недоверие у нас получается. Ну и что он скрывает тогда? Мужчина как минимум действительно скрывает и скрывает серьезные проблемы. Вот что бы это ни было, что бы он там ни скрывал, например, любовницу, к примеру, или неуспехи какие-то там в работе, в делах, в бизнесе, знайте, что это в этом случае это проблема. Серьезная причем. Есть ли шанс объединиться здесь, в этой ситуации? Да, шансы есть. То есть, есть ли шанс улучшить ситуацию? Да. Есть ли шанс очистить ситуацию? Да. Есть ли шанс перезагрузить? Ребут? Да. Или реберн? Да. Произойти это может внезапно, но ребенок слабая карта достаточно физически, поэтому нужно больше сил. И ребенок часто это о наивности, поэтому быть наивным или наивной в этой ситуации не ресурс, то есть не выход, да. То есть если вы будете вот инфантильно реагировать на то, что происходит, тогда ситуация будет усугубляться и решаться она не будет. Ну и ребенок часто боится всяких там сов, гробов и так далее, да. То есть страхи будь-якого характеру тут недоречні, да, неуместны. Хорошо, давайте посмотрим. Это две женщины мы будем рассматривать. Что эта женщина там думает или пробует, или так, ну как проявляться будет эта женщина и как проявляться эта женщина, ну если вдруг есть соперница. То есть первая карта проявления замужней женщины. Замужняя женщина, которая с семьей. Ну, смотрите, замужняя будет держаться за мужчину всем клювом, да, всем оперением, всеми своими лапками, да, ну как цапля, да, то есть она его схватит как рыбку или как жабку, да, и не будет выпускать. Почему? Потому что мосты это связь всегда, прошлое, будущее, настоящее. И, ну, как бы попытается его удержать, связать, то есть будет ли она семейная бороться за эти отношения, да, это если есть соперница. Ну и давайте посмотрим, вот, а что она, вот именно это, если вы больше себя видите в этой, нежели в этой. Ну и это тоже будет держаться за мужчину. Почему? Башня это всегда фаллический символ, она будет держаться за мужчину. И для этой женщины мужчина как цель. Если вы как женщина ассоциируете себя
с с двумя картами одновременно, знайте, что вам этот мужчина дорог, и причем у вас могут быть кармические отношения. И можете ли вы быть пламенными близнецами? В принципе, да. Но это не явно здесь выражено пока что. Я на близнецовость мосты подозреваю здесь и этих птиц. Рыбы так тоже могут говорить о пламенных близнецах. Но, как минимум, кармические отношения у вас точно есть. Мужчины, если вы смотрите и знаете, что у вас одна женщина, то знайте, что вас любят и вас терять не хотят здесь. Еще и ребенка от вас хотят. Ну и еще такое здесь, если вы знаете, что есть любовница, она может хотеть ребенка от вашего мужчины. И ребенок здесь может быть центральным, ключевым, в том числе и манипулятивным инструментом, который играет весомую роль в ваших отношениях. О чем переходим к мыслям, чувствам, планам, действиям. Вот что бы хотел сказать, да? О чем беспокоится сейчас загаданный человек? Его беспокойство. Что его больше всего беспокоит? Что его беспокоит больше всего? Его беспокоят отношения, и от этого у него еще могут быть проблемы с сердцем, то есть сердечное. Это в любом случае личная жизнь, дела любовные, амурные, семейные и плюс здоровье. Учитывая то, что здесь есть бессонные ночи, и здесь есть рыбы и грубик, то это говорит о том, что как минимум физическое здоровье его может беспокоить. Но если вы знаете, что человек прям здоров как бык, тогда его беспокоит просто эти отношения. То есть он беспокоится по поводу этих отношений. В чем он видит проблему в связи с этими беспокойствами? В чем видит проблему именно он, тот загаданный человек, о котором вы думаете сейчас? Он видит проблему в женщине. Пока что, да, мы не будем спрашивать пока какую проблему, подождем, посмотрим. Смотрите, ребенок, что для него является неожиданностью? Что для него является неожиданностью? Для него реально неожиданность — это сила. То есть он может оценивать одного человека как слабого, а на самом деле сила. То есть, если вы, допустим, или, к примеру, были слабые, а оказались сильными, для него это неожиданность. Также для него может быть неожиданность силы женщины, например, соперницы, или вашей, да, если есть соперница. Это мы допускаем, да, то есть тут женщина ж прямо две, да. Хорошо. То, что здесь есть, скорее всего, соперница, уже как минимум два аркана, обе, видите, женщина, да. Специально я не убираю в этой колоде, они разные, эти женщины, они специально добавлены так. Хорошо. Что его удерживает, этого мужчину, да, в прошлом? Почему он застревает? Или почему он застрял в прошлом? И ему идти вперед не очень легко или тяжело идти вперед. Смотрите, здесь есть крест, и крест — это символ всегда кармической отработки. То есть мужчина как минимум привязан кармической работой или связан. Видите, кольцо, оно не просто так. Вот крест и кольцо, они объединяющие карты, да. То есть по сути, что его останавливает, это кармические, давайте так скажем, кармические узы или кармический узел. Слышите, да? Узы и узел — это ж одинаково, да, одно и то же. Хорошо, теперь мы спросим, что важнее всего или кто важнее всего для этого человека, для загаданного вами человека? Для него важна женщина. Это дама треф, трефовая дама. И я скажу так, что если у вас ситуация, где есть соперница и есть жена и не жена, то это часто о жене. Это больше о жене. Слышите?
Почему? Потому что здесь и вообще змея это символ охраны, да, и символ мудрости, и символ опасности. Поэтому здесь как минимум есть жена, и если мы будем смотреть, то для него важна та, которая защищает и обороняет. Вот этот вот момент, смотрите, уже прилагайте к своей ситуации, что вам ближе, можете написать мне в комментариях, змея в вашей ситуации, это ваша соперница или это вы. Может, вы в год змеи родились, да, или соперница в год змеи. Поэтому ему змея ближе. Вот кто это, тут уже, ну смотрите, скорее всего сами. У меня почему-то вот здесь соперница, а вот здесь жена. Но опять-таки, несмотря на то, что на соперницу падает змея, я говорю, что ему жена ближе. Соответственно, это соперничающие карты. А вот эта карта, жена, она может нести угрозу вот этой женщине. Ну, то есть некую опасность, да. То есть какую? Ну, тут уже она может быть разная, да. Там физическая, может быть, да. Физическая, эзотерическая, вот карты эзотерические. Или здоровье, да. Или просто какие-то сплетни, да. Вот тут. Ну, больше я здесь вижу, в принципе, ну, эзотерическую какую-то связь, да. Угрозу. Ну и физическую тоже можно смотреть. Но опять-таки расклад-то общий. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что думает о вас загаданный человек. Именно что думает. Его мысли о вас прямо сейчас. Ну, он стоит перед выбором сам по себе. И он не знает, он не может определиться все-таки. То есть, что он думает о вас? У него о вас неоднозначные мысли. Особенно если мысли про женщину, и особенно здесь, если дама бубновая. Дама бубновая это особенно если вы дева, телец или козерог. Да? Он не может определиться. И он также думает, если взять вас, да, как человека по этой карте, то вы точно так же колеблетесь. Да, и он понимает, что он не может определиться, и он не уверен до конца в вас. Вот этот момент перекрестка, да, это неуверенность, это выбор. То есть он думает, он не знает, как сделать выбор, и думает, что вы не знаете, как сделать выбор. То есть неуверенность его внутренняя передается на некую вашу неуверенность. Окей. Хорошо, что он чувствует? Что чувствует он к вам? Особенно если вы женщина. Давайте так посмотрим. Его чувство к вам как к слабой женщине или к слабому партнеру. И его чувство к вам как к к сильному женщине или как к сильному партнеру. Его чувство, когда вы слабы. Но он хочет вас поддержать и хочет быть, особенно если мужчина, он хочет вам быть надеждой и опорой, да, вот такой сильной опорой, то есть он хочет вас поддерживать. Да, иногда это его и тянет на дно на самом деле, но в слабой женщине этот мужчина особенно начинает ее поддерживать, да. Когда вы сильный, тогда ему не нравится, когда вы сильны, особенно если вы женщина. Вот. Напротив, женщине сильный мужчина здесь нравится, слабого не будет терпеть. То есть ей только сильного подавай. Ну окей, это это естественно в принципе, и это выглядит как минимум логично, да. Окей, хорошо. То есть чувство, что в слабом состоянии он вас хочет поддержать, в сильном состоянии он вас хочет отталкивать, да? Но тут уже смотрите на свои состояния. Не часто ли прорывается медведь и как часто прорывается синдром выученной беспомощности, да, вот такое. Вдруг. Хорошо. Хорошо, его планы на будущее. На будущее смотрим. Ну, по ситуации будет, он не уверен, да, находится в неуверенном немножко состоянии, будет изучать ситуацию, то есть будет зависеть от обстоятельств и от того уровня, давайте скажем, осознанности или понимания ситуации. То есть не понимая до конца ситуацию, свои действия он не планирует. Поэтому, по сути, как таковых планов
они будут со временем когда-то, да, то есть они, может быть, уже прописаны, но не до конца изучены. Поэтому он, знаете, он как будто бы ищет какую-то инструкцию для того, чтобы понять, как действовать дальше. Что его больше всего пугает и отталкивает, настораживает? Он где-то, знаете, мужчина его отталкивает и настораживает, если вдруг он знает, что у вас есть какой-то мужчина, может быть, вы замужем, да, допустим, или просто подозревает, что кто-то есть. Вот это его будет пугать и отталкивать. Но это соперник, если есть соперник. Если соперника нет, друзья, то его сам себя он отталкивает и настораживает. Тут как раз вот та самая ситуация, да, когда он еще не понимает до конца, что ему нужно. То есть, не изучив себя до конца, не понимая до конца себя, он не будет понимать до конца партнера. Окей, хорошо. Учитывая то, что мы здесь уже изучили, в какую сторону он повернет? Давайте так спросим. Вот здесь он стоит на перекрестке. И в какую сторону он свернет? Куда? В каком направлении? Или что он выберет? Его выбор. Он выберет хитрость. Но если он не хитрый, вдруг если он не хитрый, то он пойдет путем хитрости. Но если он, знаете, вот есть люди такие простые, вот они по инструкции идут. По инструкции. Вот если он по инструкции пойдет, то он пойдет за хитрым. За тем человеком, кто его будет перехитрять. Хорошо. Надежен ли этот человек? Просто надежен ли он? Мы его как бы подозреваем в чем-то. Насколько он надежен? Здесь ситуация зависит от обстоятельств. И колодец — это всегда глубина, да, то есть то, что ты чувствуешь, то, что ты не видишь еще, и то, что ты до конца не изучил. То есть насколько он надежен, может показать только глубина колодца. А глубина колодца — это всегда время. Поэтому, если он изначально был надежен, значит, скорее всего, он будет надежен и дальше. Если он изначально не был надежным, ну, тогда рядом хитрости. Если вы знаете, что он хитрец, то вот в этом, да, тихом омуте черти водятся, да, вот так. Поэтому я бы сказал так. Учитывая то, что я здесь чувствую, этот человек может быть непредсказуемым и действовать, двигаясь своими какими-то рефлексами, инстинктами и глубинными чувствами в зависимости от обстоятельств. В этом, возможно, и заключается кармическая отработка ваша с этим человеком. Хорошо. Готов ли он прекратить эти отношения вдруг, прямо сейчас? Готов ли он внезапно оборвать? Смотрите, ребенок и коса — это внезапность. Сила и кольцо. Мы проверяем как будто бы сейчас силу этих отношений на прочность или крепкость отношений. Да? Ну, я не вижу ничего плохого в этой карте, однако эта карта мужская. Поэтому если его эго, а эта карта именно эго всегда, если его эго будет каким-то образом задето, а учитывая то, что он немножко иногда себя не понимает, да, но он может, как бы, знаете, взорваться. Вот это да. То есть если человек действительно вспыльчивый по характеру, если он холерик, здесь холерик за солнце отвечает, хотя он надежный, но холерики могут быть достаточно вспыльчивые, да, то есть этот человек может, но сейчас карты говорят, но не сейчас. То есть спонтанный взрыв или ядерный такой взрыв, да, какой-то внутри него, тогда это может привести к каким-то непредсказуемым последствиям. Хорошо, чего вы не знаете об этом человеке? Или что вы очень скоро узнаете о нем? Ну, здесь может сыграть вот эта карта, где хитрость, где вот это вот совы и, ну, вот только то, что мы проверяли. Ну, крысы выпадают, это потери. То есть
Человек может быть не до конца честен с вами, к сожалению. Крысы не просто так падают. Но опять-таки, нечестность, она не всегда ведет к какой-то прямо фатальной, к какому-то фатальному изменению. Да? Учитывая то, что здесь книга и крест, возможно, вам надо еще с этим человеком проживать вот эти какие-то нечестности. Да? И, возможно, вы проживете. И это часть вашего испытания, кармического в том числе. Да? Поэтому, ну, как минимум, крысы это о потерях, о утратах и нечестности. Они тут есть на этом горизонте, как говорится. Вопрос только в том, сможете ли вы этого партнера прощать или не сможете. Как вы относитесь к этой нечестности в этом контексте. Что бы он хотел сказать вам прямо сейчас, в эту минуту, особенно мужчина. Ну, он бы хотел сказать, что ты рискуй, и всем управляет случай или судьба. То есть ни я не влияю на судьбу твою, ни ты на мою не влияешь. И если ты используешь шанс, тогда ты как-то взаимодействуешь со своей судьбой. А если ты шанс свой не используешь, значит судьба взаимодействует тобой, и ты ничего не сможешь изменить. Поэтому он бы хотел сказать, что чтобы ты рисковала или ты рисковал и пользовался или пользовалась своим шансом. Иначе ты не используешь шанс повлиять на судьбу и будешь влияемый судьбою на себя. Слышите, да, вот этот момент. Можете поставить на паузу, осознать это и прописать для себя, да, что бы он вам хотел сказать. Хорошо. Давайте спросим, о чем хитром он думает прямо сейчас. Вот в чем суть его хитрости? В чем суть его хитрости? А суть его хитрости в том, что он может показывать, что он чем-то недоволен, а на самом деле это не имеет такого значения. То есть он, допустим, придает чему-то значение больше, нежели это есть на самом деле. Или он делает вид, что он волнуется, переживает по этому поводу, но оно на самом деле его не особо и волнует. То есть он скрывает свое настроение истинное. То есть суть хитрости, он может показывать, что он чем-то недоволен, а на самом деле ему по барабану. Хорошо. Давайте посмотрим, что скрывается глубже, внутри или в глубине этого человека, чего мы не видим с вами. Только время может показать, но опять-таки мы не видим еще пока, не прошло еще то время, которое может сказать там достаточно хорошо или плохо об этом человеке, хотя мы не имеем права его винить или говорить, что он плохой или что он хороший, учитывая то, что здесь какая-то кармическая отработка, да, это все не хорошо, не плохо, это все часть игры кармических обстоятельств, кармических отработок. Поэтому я бы сказал так, что чего мы не замечаем, покажет только время, и сейчас нам часы не открывают это. Возможно, этот человек не пунктуальный, а возможно, если вы знаете, что он пунктуальный, но может быть вопрос не в часах, а вопрос просто во времени. Да? Хорошо. Если не пунктуальность, если он вам постоянно врет, тогда это тотальный, не тотальный, а патологический лжец. Да. Вот будьте осторожны, если он вам постоянно врет, хронически врет, тогда он патологический лжец. Пришло вот как-то нехорошо. Что вот явно на поверхности в связи с этим человеком. То есть вы это не то, что не знаете, это вот мы посмотрели, чего вы не знаете, а это вот вы просто не замечаете, но это очевидно. Солнце, да, рядом. Солнце, время и колодец. Это очевидное слепое пятно ваше в этом человеке. Ну, очевидное слепое пятно, возможно, вы его любите, но и он к вам точно так же относится. Дама пиковая, насколько помню, да, по букету идет. То есть, как минимум, вы дорога ему как женщина, он дорог вам как мужчина, да. Это же слепое пятно. Может, оно не слепое, окей. Ну, и сказать, чтобы так прямо все хорошо или все плохо. Да нет, все оптимистично пока что здесь. Как не дивно, да. А это слепое пятно, может быть, вы чего-то хорошего просто не хотите замечать. Но здесь как минимум я вижу красивый букет. Разве это не красивый букет? Это же, как по мне, прекрасный букет.
И иногда тебе дарят просто прекрасный букет, и стоит его просто оценить, например. Как вариант. Окей. Хорошо. Давайте так спросим. Какое самое страшное испытание может здесь быть в связи с этим партнером или с партнершей? Ну вот крест и крысы, да, книга, и оно так чередуется, время. Через какое испытание страшное вам стоит пройти или придется пройти, или можете пройти? Ну здесь видите, здесь мужчина опять. И опять, знаете, как будто бы это испытание, это и есть этот мужчина с одной стороны, а с другой стороны время покажет, какое это будет испытание. Или это испытание, настоящий ли он мужчина, или это если вы женщина смотрите, да, если вы как мужчина, вы будете проходить испытания, а настоящий ли я мужчина, да, вот условно говоря, потому что мы всю жизнь проходим какие-то испытания в глубине себя и где-то сомневаемся в каких-то моментах. Где-то налажал я или не налажал. Да вот в таком контексте. По большому счету, самое сложное испытание — это ответить самому себе. Ну, как минимум сказать правду и найти самого себя. И в этом процессе партнерские отношения могут быть достаточно сложными. Не так ли? К чему ведет вас случай и судьба? Смотрите, мужчина и кости. У меня такое ощущение, что женщина сейчас выбирает между как минимум двумя мужчинами. Но опять-таки, может быть, это один. К чему ведет вас судьба? От собаки до собаки. От одной преданности к другой преданности. От преданности детской и неосознанной к преданности с опытом и осознанной преданности. Карта очень хорошая, и в перспективе она сулит или обещает партнерство, которое проверено временем и где-то в нем прожитые не самые лучшие моменты, но больше все же позитивных. Поэтому если взять этих двух четвероногих друзей, в принципе, достаточно союзная пара, которая волей или неволей судьбы, вот так вот, волей или неволей судьбы может оказаться в одном пространстве вариантов. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. Оставайтесь на зв'язі, лишайтесь на зв'язку і не забувайте допомагати силам світла, нищити сили темряви, які пруть на світ, самі знаєте звідки. Все буде добре, до зустрічі, побачимось, па-па.